Уже 20 лет, 17 мая, во всем мире отмечают День борьбы с гомофобией и трансфобией. Обычно в этот день ЛГБТ-организации проводят уличные акции, чтобы привлечь внимание к существующим проблемам. Уже много лет мы ведем неравную борьбу с насилием и дискриминацией. Мы – это почти 10% населения Украины, и мы живем в постоянном страхе. Но сегодня мы хотели бы обратиться не к украинцам, а к представителям силовых структур, к законодательной и исполнительной власти. Поэтому я знаю, что может наступить такой момент, когда я позвоню в полицию или приду в прокуратуру, чтобы оформить жалобу. Я буду растерян, но я устал не обращать внимания на то, что творится со мной. Я не буду больше мириться с этим. Я обращаюсь к вам, потому что во дворе моего дома меня поджидает группа агрессивных людей. Потому что однажды, придя на любимую работу, я услышал: ты уволен, а вслед: пидор. Потому что мои родители, узнав о том, что я трансгендер, закрыли меня дома и не позволяют общаться с друзьями. Потому что, назначив свидание на сайте знакомств, я понял, что оказался жертвой игры сафари на геев. Потому что мои соседки по комнате в общежитии стали рассказывать в университете, что я бисексуалка, и показывать мою украденную фотографию с любимой девушкой. Меня стали оскорблять и попытались изнасиловать. Потому что, участвуя в правозащитных акциях, я стал жертвой буллинга в социальных сетях. Потому что нас выселил владелец из арендованной квартиры, когда он узнал, что мы с моей любимой лесбиянки. Потому что мой отец выгнал меня из дому, когда узнал, что я бисексуал, а мне всего 15 лет, и мне некуда идти. Вы можете сказать, что подробности интимной жизни вас не касаются, но вопросы насилия касаются каждого. Поощряя насилие против кого-то, вы поощряете насилие как таковое. А мы уже знаем, как страшно может быть жить в стране, где насилие поощряется представителями государства. Сегодня мы обращаемся к представителям национальной полиции, Министерства внутренних дел, Прокуратуры, Народным депутатам, к президенту Украины с просьбой не допустить игнорирования случаев насилия против представителей ЛГБТ в Украине. Безнаказанность порождает еще большее насилие, и это может привести к страшным последствиям. Вспомним Врадиевку, вспомним избиение студентов на Майдане. Реакция на любое насилие – дело всего украинского общества. А на страже его интересов стоите именно вы. От того, на чьей вы стороне, зависит, что будет дальше со всей страной.